Привет, дорогие друзья, с вами Лада, и совсем скоро мы начнем плести хрюшку-копилку к Новому году, и в этом видео покажу подробный процесс того, как я крашу бумажные трубочки для этой свинки в розовый цвет. Для этого я беру следующие материалы: это коллер фирмы Полиш, темно-красный цвет, далее эмаль акриловая для радиаторов белая, лак на водной основе фирмы Tex, лак для саун в данном случае, и вода. Ну и сейчас мы все эти ингредиенты будем смешивать в определенных пропорциях. Пропорции я пропишу в описании под видео, но имейте в виду, что они могут отличаться в зависимости от тех материалов, которые у вас имеются. На это тоже обращайте внимание. Итак, я подготовила емкость, в которой все это буду замешивать. И начинаю я с эмали акриловой для радиаторов. Приблизительно на 100 мл воды я беру 1 столовую ложки этой эмали. Здесь у меня раствор будет на 300 мл, поэтому мне необходимо 3 столовые ложки. Так как здесь у меня ложка не совсем столовая, она чуть меньше, поэтому я возьму 3,5. Так, достаточно. Далее беру коллер. Так как здесь у меня цвет темно-красный, то сначала добавляю его совсем немножко. И все это размешиваю. Должен получиться такой яркий розовый цвет. Здесь цвет немножко слабоват, поэтому добавляю еще коллера. В конечном итоге я добавила полную чайную ложку коллера, и вот такой цвет розовый у меня получился. Но пока для меня достаточно. Если что, я добавлю еще коллера чуть попозже. Сейчас мы сюда же добавляем лак, где-то столовую ложку лака. Смотрите, здесь по густоте вашего лака можно добавить и 2 столовые ложки. И теперь в получившийся раствор я вливаю воду постепенно, небольшими порциями. Потихонечку размешиваю. Да, как вы уже заметили, все это я размешиваю кисточкой, потому как под воздействием ворса растворяются мелкие и большие комочки, и раствор становится однородным. Вот таким образом, доливая немного воды, я все это дело мешаю. Ну что ж, фактически раствор у нас готов. Сейчас я проверю одной трубочкой, какой цвет получается. Если что, добавлю еще коллера. Но учитывая, что, возможно, я буду подкрашивать еще второй раз, то мне такой цвет более чем достаточен. Очень красивый получается, нежно-розовый. Для свинки самое то. Значит, в таких пропорциях я это все и оставляю. И начинаю окрашивать трубочки. Кстати, в тему поделюсь своим недавним приобретением. Это кошачий лоток. Очень хороший лоток для того, чтобы в нем окрашивать трубочки. Главное, чтобы длина трубочек совпадала с длиной самого лотка. Итак, выливаю раствор сюда и окрашиваю трубочки путем купания. Посмотрим, сколько этого раствора хватит на окрашивание какого количества трубочек. У меня всегда все на глаз, поэтому я вообще себя не ограничивала в этом плане. А, видимо, лучше всего ограничивать, считать, что же получается. Вообще идеальный лоточек для окрашивания, просто идеальный. Так, купаем трубочки. У меня было подготовлено 300 трубочек, и все они очень хорошо окрасились в таком количестве раствора. Так, теперь достаю окрашенные трубочки. Жду, пока с них слезет лишняя влага. Вот таким образом. Немножечко даже потрясу это все в руках. Лишняя влага, она испаряется, вытекает, впитывается в сами трубочки. Вот эти пузырьки, которые вы видите, это лишняя влага. Когда пузырьков становится меньше, я кладу их на просушку, беру следующий пучок трубочек и таким же образом все в точности начинаю их тоже потрясывать.
Друзья, смотрите, какие классные яркие трубочки розовые у нас получились. Окрасились они достаточно равномерно, мне очень понравился результат. Никаких ни прокрас, крапинок, разводов нет. Конечно, все это зависит еще и от колера. Я пробовала много разных колеров, но вот такого результата, как от этого колера, я не видела ни у одного. Вот этот колер мне этой фирмы очень-очень нравится в этом плане. Окрашивает достаточно равномерно, ярко и... все, в общем, отлично получается. Да, кстати, у меня еще осталось немного раствора, миллилитров 120, но я его выливать не буду. Я его буду использовать для маскировки мест в изделии, также для окрашивания следующих трубочек, потому как свинок мы будем плести несколько вариантов, он мне, в общем, понадобится. Храню я его при комнатной температуре и достаточно долгое время хранится. Главное крышечкой закрыть и положить в темное место. Трубочкам я полностью высыхать не даю. Как только они слегка подсушатся и перестанут красить руки, я их отправляю в пакет. Если я плету в этот же день, то я их сразу обрабатываю пропиткой. Если я плету на следующий день, то убираю я их в морозилку, утром достаю, слегка они полежат часика-два, потом я их обработаю пропиткой и начинаю ими плести. Вот в таком порядке я подготавливаю трубочки для плетения. Почему я не даю им полностью высохнуть? Я заметила, что когда я обрабатываю сухие трубочки, покрашенные колером, то они не очень хорошего состояния у меня все-таки остаются. Даже обработка не очень хорошо их спасает. Если они слегка влажные, обрабатываются пропиткой, то такие трубочки в плетении очень-очень податливые, гибкие, эластичные, мне они очень-очень нравятся. На этом все, я надеюсь, что видео для вас оказалось полезным. Обязательно заглядывайте в описание, там я оставляю много нужной информации, также пропорции пишу, и также разные ссылки на интересные мастер-классы. Спасибо, что делитесь видео с друзьями в соцсетях, так вы помогаете каналу развиваться. Желаю вам легкого плетения, вдохновения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!